Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам мою коллекцию бюджетной, а главное, очень качественной белорусской косметики. Поэтому, если вы сейчас ищете что-то достойное, доступное, дешевое, то вы по адресу. Это классная альтернатива дорогим брендам, дорогим позициям, поэтому, пожалуйста, если вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Уверена, что каждый из вас слышал о том, что белорусская косметика — это одновременно про очень дешево и очень качественно. Действительно, все средства очень классные, и я видела прям маленькое количество каких-то негативных или полунегативных обзоров, потому что, все очень достойно, что не попробуешь, все классное. И я когда гостила у родителей в Туле, у нас прям там отдельные в Туле такие магазинчики белорусской косметики, ты заходишь, там все бренды представлены, там отдельные прям корнеры, вот как в Ревгоше, да, с какими-то известными популярными брендами, он там то же самое, там просто рай белорусской косметики. И мне так повезло, что когда я была в гостях, тогда у них проходила акция, что там достаточно набираешь какую-то достаточную сумму, и у тебя тоже приятные бонусы, приятные скидки. И я поняла, что я хочу просто закупиться этой косметикой для своих родных, близких, друзей. Ну и себе, конечно же, тоже взяла определенные позиции, которые проверены, которые классные, потому что эту возможность я упустить не смогла. И таким образом мне удалось просто заполучить такую небольшую коллекцию. И сегодня я хочу показать вам матовые помады для губ. И если вы давно подписаны на мой канал, то вы, наверное, заметили, что в основном в видео я люблю матовые помады, потому что они долго держатся, они не пачкают мне зубы, потому что пару раз глянцевые помады отражались на моих зубках в видео. Вот, и, соответственно, они, правда, очень классные носки, очень комфортные, точно стоит про них рассказать. Еще будет у меня одни тенюшки и средства для бровей. Давайте начнем, наверное, с бровей, потому что брови — это основа нашего лица, и главное, чтобы они были красиво и аккуратно оформлены. Первое, о чем мы поговорим, это прозрачный гель для бровей. Здесь заявлена суперфиксация до 12 часов, но скажу честно, это не то средство, которое стоит бояться из-за этой надписи, потому что меня всегда фиксирующие средства очень сильно пугали, потому что это уже похоже на ламинирование бровей, и я думала, что сейчас будет как будто, знаете, клеем приклеено, но нет, этот гель, он очень деликатный, он очень аккуратный, он действительно прочесывает ваши волоски, задает им правильное направление, можно красиво, если там у вас, да, например, форма где-то страдает, то за счет этого геля можно красиво уложить и дополнить, если у вас есть какие-то проплешины, то есть он прекрасно с этим справляется, он действительно долго носится, то есть если вы там утром накраситесь, к вечеру ваши брови будут еще красиво уложены, и это не будет смотреться, будто у вас все приклеено на вашем лице. Еще что важно, он прозрачный. Здесь, конечно, то, что я использую его, то он немножко уже поменялся в своем оттенке, но изначально, когда вы его приобретете, он будет супер прозрачный, и это, конечно, здорово, потому что на любой цвет бровей подходит, да, то есть рыжие, белые, черные, любой цвет, соответственно, вы наносите, и вы не боитесь, что что-то вам не подойдет или что-то будет инородно смотреться. По консистенции у меня он уже значительно так долгое время, но консистенция сохранилась, он не стал как-то плотнее, он не засох, то есть он, видимо, у меня был свеженький, и здесь все прекрасно. Очень удобная щеточка, ей действительно удобно все это прочесывать, расчесывать, она немножко даже напоминает щеточку от туши, то есть она иногда, вот тоже у меня есть средства, которые именно цвет придают, от Maybelline очень классная помадка для бровей, она с маленькой щеточкой, как бы с круглыми, тут, да, такая щетка уже привычная, к которой мы приноровились и которой точно получится у нас непосредственно все это уложить. Давайте даже, наверное, этим средством воспользуемся, потому что я не фиксировала свои брови, у меня только непосредственно гель, который цвет придает. И то есть тут, вы видите, можно зачесать, например, если вам это нравится, и у вас бровь уже будет шире. То есть если вам это требуется, можно вот уложить каким-то эффектом ламинирования брови. То есть здесь все, что вашей душе удобно, и что мне еще нравится, что оно быстро не высыхает. То есть можно все это поправить и положить удобным для вас способом. Вот. У меня уже были, правда, расчесаны брови, то есть я гелем все это уложила, но тем не менее, мне кажется, вы тоже вот видите, да, что все это можно ставить, как вам нравится. У меня просто брови достаточно большие, и, наверное, нет какого-то особого смысла их еще больше поднимать, но если вам это требуется, если у вас нужна корректировка формы, то, мне кажется, это работает просто на славу. После того, как вы нанесли гель на брови, он еще, знаете, такое приятное какое-то ментоловое, холодное звучание на ваших бровях, и потом уже он сядет и будет комфортно ощущаться. У вас брови не будут какие-то склеенные, железные, как мы уже обсудили. То есть это достаточно такое органичное средство, которое и выглядит естественно, и красиво смотрится в течение дня. Единственное, что я могу сказать, что если вы красите брови, да, если вы делаете какие-то процедуры и так далее, у вас кожа становится сухая. И здесь иногда бывает такая сложность, что когда я укладываю брови этим гелем, у меня вот шелушиночки кожи, они становятся видны,
и в целом, да, появляются, потому что мы этой щеткой все натираем. Поэтому здесь единственный совет, что если у вас есть такая проблема, используйте какие-то небольшие скрабы, это может быть кофейный, сахарный скраб, да, который вы можете даже сами сделать непосредственно для себя, но либо приобрести, они обычно не очень дорогие, есть натуральные какие-то средства, такие подручные. Можно воспользоваться скрабом, либо непосредственно, если вы используете эту щетку, то не слишком сильно, да, вот так это все натираете, тогда этой проблемы не будет. Потому что у меня такое было, честно скажу, когда я красила брови одно время, у меня действительно прям вот шелушинки появлялись, мне это не нравилось, я как-то вкладывала это средство, но потом, когда я поскрабировала свои брови, я поняла, что проблема во мне. В общем, средство это работает суперско, мне нравится, что оно фиксирует, что оно не выглядит как-то жестко, да, не выглядит инородно, и при этом я знаю, что многие девчонки любят такие гели, чтобы именно придать эффект ламинирования ресниц, и если вам это нравится, этот гель справится и будет выглядеть прям как будто вы с процедуры только вышли, поэтому очень советую. По цене тоже все очень бюджетно, это может быть 200-300 рублей, ну, в зависимости от акций, которые сейчас есть, потому что я посмотрела, например, на Wildberries сейчас тоже скидки, и все 50%, да, можно взять со скидкой 50%, поэтому здесь зависит от магазина, где вы заказываете, и от акций, которые есть. То есть, мне кажется, эта цена достаточно приемлема, и использовать его можно, я думаю, наверное, 6 месяцев после вскрытия, ну, стандартная история, и за полгода вполне себе хорошая цена. Далее я расскажу вам о карандаше. Его можно использовать непосредственно перед гелем, да, ну, либо отдельно, если вас что-то смущает. Но, кстати, важно, что этот гель, он не оставляет проплешин. То есть у меня были покрашены брови, и вы видите, что нет такого, что у меня сошел как будто цвет, да, или все что стало как-то инородно, и как будто я испортила макияж. То есть нет, даже я вот уже сколько в этом макияже сижу, и все равно можно подправить. То есть здесь не бойтесь, потому что я знаю, что есть средства для бровей, которые портят макияж. То есть вы нарисовали брови и разъедает карандаш. Здесь такого не будет точно. И я приобрела также карандаш, он был вообще тоже очень дешево, порядка, мне кажется, 100 рублей, но, как я говорила, у меня там были какие-то happy days, я не знаю, там очень были приятные цены, я прям правда закупилась, всем в подарки тоже взяла эти продукты, потому что они очень достойные, очень классные. И это карандашик. И здесь что важно знать, что вот карандаши из этой линейки, они достаточно рыжат, поэтому, пожалуйста, если у вас непереносимость рыжего пигмента, именно ментально, или если вы совершенно, да, вот боитесь как-то этой истории, то обязательно затестите, посмотрите, потому что у меня цвет тау, то есть это самый светлый был, это самый такой безопасный бежевый цвет, который в основном берут блондинки. Я тогда была чуть темнее, чем сейчас. Сейчас я покрасилась. Кстати, напишите, если вы заметили, что у меня поменялся цвет волос, и как вам вообще нравится, не нравится. Может быть, прошлый был лучше цвет. Вот. И я всегда, даже когда у меня был потемнее цвет, я все равно беру светлый, потому что у меня брови достаточно темные, и ну, еще больше как-то темноты мне добавить не хотелось. И вот здесь что смущает, что он все-таки немножко, ну, не тауп. Ну, не совсем такой аккуратный, потому что ты когда берешь, ты думаешь, что всем подойдет, а здесь вот нужно протестировать, лучше посмотреть. И я все равно взяла, мне оттенок понравился, я сейчас вам покажу. Что больше всего понравилось, что он, знаете, вот в таком формате у нас карандаша подвижного. То есть вот по оттенку, да, давайте сначала с оттенком определимся. И вы видите, что он все равно какой-то древесно-рыжий уходит, то есть он мне подходит, я посмотрела, я прям накрасилась, я обычно косметикой никогда не крашусь, потому что это не безопасно, скажем так, использовать общую косметику, но тем не менее, тогда я думаю, так, ладно, я обработала немножко спиртиком и нанесла это все на свои брови, чтобы посмотреть, потому что он все-таки, ну, немножко, видите, вот в коричневый какой-то, в теплый уходит, но мне по цветотипу, по цвету волос на тот момент мне это все подошло, я взяла, меня это не смущает, но если вы ищете какой-то серый карандаш, вот, друзья, запомните, пожалуйста, что оттенок 301 у этого люкс-визажа, он немножко будет не такой. Вот, я думаю, мы достаточно поговорили про цвет, давайте теперь поговорим про то, как это все наносится. Здесь нужно выделить, что он достаточно жестковат, но я это честно и искала, потому что это вообще карандаш, видите, он по своей структуре, это такой маленький выдвижной карандашик, которым можно прорисовать каждую, буквально, да, каждый волосок. То есть это специальные карандаши, которые для Ultra Slim, на нем написано, это техника, да, для того, чтобы подрисовать волоски, которых вам не хватает и так далее. Я не занимаюсь каким-то точечной подрисовкой, потому что, во-первых, ну, у меня достаточно такие густые брови от природы, вот, я скорее, да, придаю общий цвет, потому что хочется немножко его тоже скорректировать иногда, ну, и там есть какие-то проплешины, там неудачно что-то сделать с бровями и так далее, то есть тоже можно заполнить какие-то недостатки на ваших бровях. Вот, здесь он справляется с этим отлично, и мне даже нравится, что он немножко жесткий, потому что иногда, когда слишком мягкий карандаш, он течет потом со временем, он и
тяжело им наносится, да, то, что вы буквально так пятно себе ставите, а этим можно прям вот действительно задать нужную форму, он супер аккуратно прокрашивает, он не плешивит, он остается до конца дня, то есть здесь за это можете не волноваться. И по интенсивности он достаточно деликатный, то есть я вот сейчас достаточно так наслаивала, чтобы вам показать цвет, то есть здесь можно не бояться, вы не нарисуете. Я не тестировала, к сожалению, там черные оттенки, но я тоже думаю, что если вы темненькая и вам нужен карандаш потемнее, то здесь тоже можно быть осторожным. То есть даже если вы не фанат рисования бровей и вам додается сложно, то с этим карандашом сложно как-то сильно все испачкать или испортить. И даже если это происходит, он легко удаляется с вашей кожи. То есть если где-то что-то не так, то вы просто берете и удаляете. Здесь, я не знаю, у меня просто уже, конечно, проработаны брови. Ну вот я вот здесь на кончике вам покажу. Вы увидите, что оттенок реально, ну вот мне очень подошел, мне прям нравится. Вот видите, я немножко буквально дорисовала, он прям вот вписался, мне кажется, очень хорошо в мой цвет, и я бы не сказала, что он рыжит, не сказала бы, что он теплый слишком, но вот что-то в нем есть, что-то есть, поэтому если вас смущает, то имейте в виду. Единственное, с чем я столкнулась, он у меня сломался. Он, к сожалению, у меня сломался, и сейчас я очень аккуратно его использую, вот, но он мне настолько понравился, что я его, правда, вот берегу, я берегла для обзора, я берегу для себя, потому что вот поеду в следующий раз, тоже обязательно себе его куплю. Он прям очень комфортный, но используется достаточно быстро. То есть сейчас я покажу, я им не так давно пользуюсь, примерно столько у меня осталось, я дальше, боюсь, уже просто сломаю. То есть он не очень экономно расходуется. Но стоимость была тоже очень-очень такая, скажем так, дешевая, поэтому если что, вы можете себе это все позволить и приобрести. Далее я предлагаю поговорить о относительно таком новом средстве, которое было представлено пару месяцев назад, может быть, даже под Новый год, и тогда просто все были в восторге, потому что это очень круто за те деньги, которые они просят. Это непосредственно у нас жидкие матовые тени для век. Они представлены в абсолютно разной цветовой гамме, но в основном, как бы, в чем их фишка, что они такая классная подложка под любой макияж. То есть, если вы хотите, да, пигментную историю использовать, если вы хотите потом придать цвета или просто, например, нарисовать стрелку, то вот эти матовые пигменты, матовые помады для глаз, назовем так, и вы знаете, что Джеффри Стар, например, матовые помады, они используются и для глаз, подложка, если это желтые, зеленые цвета, поэтому здесь тоже, конечно, он многофункциональный гель, я бы так его называла, по-моему, на сайте он так и называется, и непосредственно это прям очень классные тени. Там очень много разных нюдовых, таких тауповых, очень аккуратных оттенков, поэтому если вы про натуральный макияж, если вы ищете что-то для свадебного макияжа, для дневного макияжа, то эти оттенки очень здоровские. Что еще классно, они настолько вот популярны были, когда запустились, что все сказали, что ну это качество не за 300 рублей. Сейчас посмотрела на Wildberries, у него цена 600 рублей якобы полная, со скидкой 300, но честно, я думаю, что в районе 300-400 рублей примерно стоимость настоящая и есть. Wildberries, наверное, просто загнул, чтобы вам показать, что все выгодно и классно покупать у них. Вот, поэтому здесь непосредственно здорово, что есть разные оттенки, все они около нюдовые, все они аккуратные, все они базовые в нашей косметичке, потому что много есть хороших матовых теней, это и Armani, что-то еще, да, но это 3000 рублей, 2, а сейчас еще дороже, сейчас еще купить сложно, а это прям очень-очень здоровско. И что еще классно, у них еще есть металлики, это металлические оттенки, это оттенки с шиммером, с блесками, тоже очень здорово. Я вот тоже наметилась, что как приеду в Тулу, докуплю себе, потому что я заказывала онлайн, я купила оттенок, который, мне кажется, наиболее так аккуратно будет смотреться, но там можно, мне кажется, с блесками просто побаловаться, поэтому, пожалуйста, если вам интересно, то пишите, я обязательно все это протестирую, закуплю для вас и сделаем обзор. Давайте посмотрим. Кстати, это совершенно новый тюбик, я уже один использовала, это новый, просто для вас, открывается сегодня, и мы посмотрим на него. Кстати, по цвету очень похож на оттенок моей помады Кашемира, которую я вам рассказывала, Lime Crime, но он такая хорошая подложечка для ваших макияжей. Но и можно использовать, да, не забывайте, что можно и как губную помаду использовать, потому что по текстуре, по консистенции, я уверена, что, наверное, состав он очень похож. Нет какой-то неприятной отдушки, нет и вкусной отдушки, но это даже на самом деле хорошо, потому что говорит о том, что нет каких-то, да, консервантов, потому что многие люди, кстати, не любят сладкие отдушки именно с точки зрения какой-то экологичности, потому что это все, конечно, не очень экологично. И многих аллергий бывает, поэтому здесь все так аккуратненько. Для меня главное, чтобы противно не пахло, вот правда. То есть я буду благодарна, если это будет пахнуть цветочками или конфетками, но главное, чтобы не неприятно. Вот, цвет очень красивый, он такой, да, у нас какой-то нюдовый, холодный, и он очень здорово смотрит на глазах, он смотрится классно на губах, то
то есть это вот очень такая красивая история, которая перетекает в бежевый и в сиреневый, при этом в розовый, то есть мне очень нравится. Давайте я вам сразу скажу оттенок, если вы захотите, это 105 оттенок. То есть 105 оттенок, как я уже сказала, там много около цветов. То есть если вам кажется, что это темновато, приобретите себе что-то посветлее или приобретите что-то более бежевое, нюдовое. Потому что это, конечно, не нюд. Это будет немножко все равно вас обязывать каким-то холодным макияжем, но тем не менее, мне кажется, оттенок прям вау. То есть на губах тоже будет смотреться очень-очень здоровско. И давайте перейдем уже дальше. Друзья, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, то я очень сильно прошу вас это сделать, потому что это очень сильно способствует его развитию, мотивации. А чем более классным будет мой канал, в плане, чем более классные вы будете на моем канале, тем лучше будут обзоры. Я вам это обещаю. Спасибо. Тушуются эти тени очень классно, они не плешивят на глазах, и ими очень удобно нарисовать определенную форму, да, то есть если хотите вытянуть, например, что-то подвести, очень удобно. Если вас смущает аппликатор, вы можете спокойно воспользоваться любой вашей удобной кистью, даже кистью для подводки, то есть если хотите подводку, например, сделать. То есть это такие, я бы сказала, очень любят их визажисты, потому что это палочка-выручалочка, которую можно использовать не только там вот в качестве теней, но и вообще по любому своему желанию. Поэтому эти тени вот прям рекомендую, держатся долго, намертво, пока вы не смоете ваш макияж. И перейдем, наверное, к моим самым любимым продуктам, потому что я обожаю все, что связано с губами. У меня очень много разных помад, и моя любимая текстура, как бы странно, наверное, это не звучало, это все-таки матовая, потому что матовые помады, и с ними удобно, нужно практически не поправлять макияж, если ты находишься где-то там, да, гуляешь, зашел, например, кофе выпить и так далее. То есть матовые помады, они супер комфортные, они супер классные, и я как-то не сталкивалась сильно с проблемой сухих губ, поэтому я вот очень люблю такую текстуру, и когда я узнала, что белорусские помады этим славятся, я, конечно же, побежала. И скажу честно, что я 3 раза заходила в магазин. Я сначала купила одну помаду, потом вторую, потому что я сводчила их обе, они мне обе понравились. А потом такая, нюдика не хватает, возьмем третью. Поэтому эти помады очень классные. Вот честно, я бы, наверное, взяла бы всю коллекцию себе просто. Меня останавливает только то, что они портятся достаточно быстро, потому что это кремовый продукт, и все-таки на губы не хочется, да, наносить то, что портится. Но если бы это было там вечно со мной, и оно бы не портилось, я вам обещаю, я бы купила просто всю коллекцию, потому что, очень-очень, конечно, это все классно, и текстура просто мягчайшая. Давайте уже конкретно поговорим. Это у нас Релуи. И вот эти помады, помните еще комплимент помада, она в похожей, по-моему, упаковке, это нюд мат, то есть как матовая версия, а комплимент, он тоже потом засыхает, но немножко более подвижный, чем эта нюдовая матовая история. И вот эта новинка была у Luxe Visage на момент, когда я покупала, это тоже мат тату называется. Там есть разные оттенки, но в основном мне что тоже очень понравилось, там хороший такой акцент сделан на вот эти все около нюдовые истории, около холодные, сиреневые, потому что сейчас вот розовая помада, вот там куклы Барби, она не очень сильно ценится, не очень востребована, поэтому и бренды, да, не производят такую помаду, а вот эти вот холодные оттенки, они просто очень классные. Пусть вас не смущает, что они буквально одинаково выглядят в бутыльке, наверное, мой кошелек это тоже смутило, когда я оплатила 2 помады. Это разные помады, одна 116, вторая 104, и, естественно, 104 более у нас не уходит в розовый цвет, я бы так сказала, потому что 116 она уже такая, как заявление на губах, то есть если 104 еще можно использовать как какой-то нюдовый акцент, да, то 116 у меня такое бывало, что я красилась, и она выбивалась, поэтому вот 104, наверное, более, я бы назвала, какая-то проходная история, то есть она прям подо все практически подходит. 116 это нужно подбирать под макияжик, чтобы было симпатично. Давайте мы затестим, тоже сначала понюхаем. Кстати, я поняла, что я до обзора даже этим не интересовалась. А вот здесь уже есть отдушечка. Она очень приятная. Не знаю, напоминает мне какую-то, знаете, косметику из детства. Мне кажется, вот в всех вот этих Oriflame, Avon что-то было похожее. То есть немножко такая искусственная история, но очень приятная отдушка, прям веет чем-то старинным. И то, что вот раньше, мне кажется, в моде были такие звуки, такие запахи, и мне кажется, что просто они, наверное, наиболее такие бюджетные, потому что, помады тоже я посмотрела, как я уже сказала, 300 рублей стоит. Тут и у них и тени по 350 были на Wildberries, и помада примерно 320, но это со скидкой. Без скидки якобы 700, но я, честно, за 700 мало встречала, обычно всегда можно как по скидке комфортно заказать. Вот, здесь аппликатор удобный, я ее прям использую этим аппликатором, но, честно, я уже приноровилась красить губы матовой помадой, у меня сложности не возникает, но мне кажется, аппликатор удобный. Это, смотрите, такая лопаточка, и она немножко наклонена, то есть тут прям, правда, удобно все прорабатывать и подлезть там, где подлезть сложно. Соответственно, сейчас мы тестируем с вами 104 оттенок, и давайте рядышком еще потом нанесем нашу другую историю. Вот 104.
она очень мягкая, очень хорошо распределяется и не плешивит. То есть нет такой, даже вот что смешно, Lime Crime, 2000 рублей в прошлом, я думаю, сейчас 1003, наверное, стоит. И там помады прям вот темные, которые баклажановые, еще какие-то. Да и кашемир, вот сложно наносится, сложно. То есть я очень их люблю, обожаю классные цвета, носится суперско, но иногда вот если ты где-то проплешивила, то это прям проплешивило. Здесь такого вот нет. То есть это будет все комфортно носиться, комфортно ощущаться. Вот, и давайте посмотрим цвета, как мы с вами обсудили. Так, еще раз, чтобы вас не перепутать, это 116, это 104. И здесь обязательно смотрите, какой у вас макияж. То есть 104, он у нас уходит больше в розовую историю, более в нюдовую историю. Подходит под такие макияжи. 116, это более такая холодная, готическая, да, тема. Поэтому здесь вот не путайте. И, не знаю, я оба их люблю, оба. Вот этот он немножко больше, да, какой-то девчачий, а этот больше, мне кажется, как-то смотрится интереснее на губах. Вот я бы сказала, что вот это интереснее выглядит. Я и тот, и другой постоянно использую в своих видео. Я постоянно их чередую, и они прям, ну, очень-очень здорово смотрятся. Вот в зависимости от того, да, как вы выглядите, в чем вы, но они очень сильно разные вот на губах. Если будет возможность, тоже обязательно протестируйте, хотя вот сложность, такие помады не советую вам тестировать. Но я на руке смотрю, я смотрела на руке, я практически все вот эти матовые помады нанесла и выбрала. Конечно, было очень сложно, хотела буквально все. И давайте посмотрим последнюю. Кстати, последняя, вам повезло, она сейчас у меня на губах, но я скажу, что это лайфхак, потому что она не такая темная. Сейчас посмотрим ее так, это уже Релуи, это немножко другой бренд, ну тоже белорусский, но непосредственно по качеству, по исполнению кажется, будто из одной банки это все налито, потому что ну очень сильно они похожи. Давайте понюхаем, сейчас мы, кстати, рассекретим их, это одно и то же, нет? Нет! А вот это пахнет идентично, как, по-моему, мой кашемир от Lime Crime за 3000 рублей, ну в то время 2 стоил. Действительно, очень похоже. Ну, конечно, это не производство Lime Crime, но, правда, очень-очень-очень сильно похоже. У меня 11 тон, это нюдовый, потому что когда я купила вот эти яркие оттенки, я подумала, так, мне теперь нужен нюдик, потому что я хочу еще что-то нюдовое, потому что очень комфортно. Например, вот эта помада просто уже полдня на моем лице, и что мне нравится, что ей еще удобно форму корректировать, да, то есть я немножко заехала буквально наверх, ну, специально, чтобы губки поинтереснее были, вот, и тут это все не видно, потому что очень аккуратно и красиво. Я честно скажу, что эта помада я немножко прогадала, 11 оттенок, потому что я бы взяла чуть-чуть потемнее, у меня все-таки на руке выглядело как-то хорошо и гармонично, а на губах, на мой взгляд, она, знаете, вот заполняет пространство, но чтобы вот подрисовать форму или чтобы сделать это более как-то акцентно, а я люблю поакцентнее обычный макияж, то мне вот приходится добавить цвета с помощью карандаша. Но здесь зависит от вашего цветотипа, от ваших губ. Вы можете быть супер светленькой девчонкой, но губы у вас будут темные, да, то есть вот такие розоватые. Вы можете быть супер темненькой девчонкой, но губы у вас будут светлые. Поэтому здесь просто индивидуально, ну, знаете ваши губы. Потому что есть девчонки, я знаю, которые не любят нюдовые помады, потому что они просто инородно смотрятся. То есть здесь как бы все зависит от вас, но вот у меня почему-то на руке она смотрелась, знаете, какой-то, мне показалось, что более яркой, а потом вот на губах она все-таки пропадает. Но это классная история для тех, кто не любит макияж, кто любит супер нюд. Вот видите, на руке она более, да, какая-то темная. Вот на руке как раз, мне кажется, она и... Хотя нет, видно, вот я ее порозовать, да, как-то немножко как будто сделала, а на руке она более такая рыженькая. Вот, и я когда взяла, редко ношу ее прям соло, но она замечательно будет смотреться для тех, кто не любит макияж, кто любит нюд, кто любит летний вариант, дневной макияж. То есть это будет все очень аккуратно, потому что она действительно просто, она не добавляет ничего, но подчеркивает ваши губы, вашу естественную красоту, вашу пухлость губ, да, то есть это все очень красиво. Но так как я люблю поярче немножко для видео, честно скажу, что нужно немножко поярче все делать, я использую такой лайфхак. Я вам сейчас даже покажу, наверное. Смотрите, я беру карандаш. У меня я специально подготовила для вас два, дорогой и дешевый очень. Это от Charlotte Tilbury, он у меня был в комплекте, он порядка 3000 рублей сейчас стоит, а это Vivienne Sabos, первый, люблю, обожаю, пользуюсь уже лет 10. Он очень классный. То есть, смотрите, я, соответственно, обрабатываю сначала губы карандашом, ну, как бы прорисовываю, да, то есть можно контур, можно непосредственно саму форму всю заполнить, да, этим карандашом, и потом я уже наношу эту помаду, потому что карандаш, он съедается, он не фиксируется, и я вот фиксирую цвет помады, и мне в таком варианте прям очень нравится. Вот, смотрите, прям разница на лицо, скажем так, вот, которая более у нас вот эта вот длинная, это просто помада соло. Вот это уже у нас карандаш для губ,
и непосредственно сверху помада. И вот у меня на губах также выглядит. Вот этот цвет просто обожаю. Очень красивый, мне он очень нравится, и мне кажется, под любой макияж, если вы боитесь, что розовый будет слишком розовый, там темный будет слишком темный, вот этот оттенок, который я сама изобрела, он смотрится шикарно. Вот сейчас он у меня на губах, и носится очень здорово, и нет такого, что помада растворяется или сходит, и все потом увидят ваши манипуляции с карандашом. Не-не-не. То есть это прям очень комфортно, и, кстати, ой, как у меня рука сейчас благоухает этими помадами. Хочется побольше аж ее махать перед вами. Ну вот, в общем, мне вот такой вариант нравится, и вы можете воспользоваться этим лайфхаком с любой помадой. Если вам помада кажется слишком розовой, добавьте немножко нюда. Если вам кажется она слишком нюдовый, добавьте больше цвета, да, добавьте больше баклажанового оттенка, и у вас будет уже больше темная такая помада. Поэтому здесь можно различные вариации использовать, и точно могу сказать, что вот эта помада, да, я думаю, вот эта, потому что белорусское качество очень классно, и помады у них матовые просто прекрасные. Я помню, когда вот этот комплимент только появилась, это не комплимент, но у них вот реально в таком же почти пятелечке, только появилась эта версия, все скупили, потому что ну просто прям вообще фантастические помады, и прям очень здорово носятся. Тут тоже можете не бояться, они будут точно с вами на протяжении дня, они не будут пачкать ваши чашечки, кружечки, все будет классно. Поэтому я очень советую вам к этому, ко всему приглядеться. Друзья, ну вот и подошло наше видео к концу, а значит нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели его до конца. Напишите в комментариях, нравится ли вам белорусская косметика, есть ли у вас какие-то ваши любимцы, потому что я думаю, что всем нам будет это очень-очень полезно. Я, наверное, люблю все. Я вот не могу сказать, какое у вас самое любимое средство, но, наверное, я бы назвала помады, потому что помады сложно найти, такие дешевые и такие классные, да, чтобы они классно носили, чтобы они были комфортные, потому что после того, как вы умываетесь, во-первых, классно она снимается, потому что у меня есть еще, у меня вообще большая коллекция матовых помад, мне нужно будет тоже отдельное видео с вами снять, и у меня есть помады от Maybelline, тоже очень известные, но они носятся по 2 дня, и вот если вы зайдете на iRecommend и на всякие другие сайты-отзывики, вы тоже увидите, что девчонки там пишут, что их невозможно снять ни маслом, ни мицелляркой, ничем. Эти помады снимают, то есть они держатся и снимаются абсолютно так же удобно. То есть я просто могу мицеллярной водой и диском пройтись, и все, уже ничего не нужно тереть. Это тоже классно, потому что мы не травмируем наши губы. Вот, поэтому здесь за это тоже отдельно какое-то спасибо. Губы себя очень комфортно чувствуют, и я вот прям настоятельно рекомендовала бы вам присмотреться к этим помадкам, потому что они классные. Друзья, видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо еще раз огромное, что смотрели его до конца. Надеюсь, что подписались, нажали колокольчик, написали комментарий. Вы уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!